Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня постараюсь записать такой небольшой ролик для начинающих специалистов и для тех людей, которые хотят сами сделать ремонт. Мастера могут сразу пропускать, они и так это все знают. И сегодня я покажу вам, как заармировать и зашпаклевать откосы. Оконные, дверные, наружные углы, неважно. Принцип шпаклевки наружных углов одинаковый. Прежде чем зашпаклевать откос или наружный угол, его нужно заармировать. Армируем мы обычно уголками. Существует основных 4 вида уголков. Это пластиковый уголок. Я вам попозже ближе все это покажу. Оцинкованный уголок. И есть еще вот такой же уголок, как вот этот оцинкованный, только он полностью алюминиевый. Он самый тонкий из всех. И еще вот такая вот армирующая лента с металлической вставкой. Она в основном применяется, точнее я ее в основном применяю для развернутых углов. Потому что, допустим, если у вас угол развернутый, вы, соответственно, вот этот уголок пластиковый никак не развернете больше, чем 90 градусов. Ну и металлический точно так же. Поэтому остается только один вариант. Это вот такая бумажная лента с металлической вставкой. По правде сказать, пластиковыми уголками я никогда не пользуюсь. Это вот у меня откуда-то он взялся, я даже не знаю, заодно покажу вам. Мне не нравится то, что этот уголок дает большую толщину. Вот, обратите внимание на вот эту выступающую часть. Вот это все пространство нужно заполнить шпаклевкой. Здесь примерно миллиметр, может даже 1,5. Вот, я думаю, вам будет видно хорошо. Поэтому пластиковый уголок, да и он в принципе мне не нравится, неудобно с ним работать, он мягкий. Вот оцинкованный уголок. Уже здесь намного меньше вот этот бортик, видите? Меньше придется заполнять шпаклевкой, меньше будет вот этот бугор на откосе у вас. Ну и соответственно лента металлизированная с металлической вставкой. Вот, то есть любой развернутый угол мы можем сформировать. Он гнется под любым углом. Вот вы его сгибаете, как вам надо. Я вам на другом откосе, на развернутом, тоже попозже, в конце видео покажу. Для чего мы ставим уголки? Есть две основные причины. Первое – это армирование угла, то есть его усиление. Потому что без уголка этот угол очень слабый. Допустим, окно у вас открывается, небольшой удар, и у вас здесь сколится этот угол на раз. Первое – это армирование, усиление угла. Второй момент – это выравнивание. То есть, если вы как-то криво вам поштукатурили, ну, может, не получилось, там, или мастера, вы на штукатурку там нанимали кого-то, не очень ровно сделали, то есть уголком, есть шанс, есть вариант выровнять этот угол. Но это уже самый худший вариант. Лучше всего изначально самое главное – это ровная штукатурка. Как вы поштукатурите, так дальше у вас и пойдет вся малярка. Установка уголков, шпаклевка и так далее. Внимание в первую очередь нужно уделять штукатурке. Вот у меня, например, на данный момент угол в идеальном состоянии. Мне не нужно будет его сейчас равнять правилом, особо там что-то выравнивать. У меня он в принципе идеальный. У меня сейчас задача какая? Нанести шпаклевку и просто прижать уголок плотно. И он уже будет ровно стоять. Бывают такие случаи, что откос вот так поштукатурен, и вы просто будете потом на шпаклевку аккуратно, может даже с использованием уровня, выставлять этот угол, чтобы он был ровно в двух плоскостях по уровню. То есть с этой стороны по уровню и с этой стороны по уровню. Поэтому это такая работа не очень нужная. Можно обойтись без этого всего геморроя. Просто надо хорошо, ровно поштукатурить изначально откос. Ну, далее нам нужно отмерить нужный нам по длине уголок. Отрезаем мы его обычными ножницами по металлу, никаких проблем в этом нет. Еще обращайте внимание, возьмите всегда уголок, когда вы собрались его поставить, и посмотрите, ровный он или нет. Ну, бывает такое, может при транспортировке согнулся. Вот в чем преимущество, допустим, оцинкованного или алюминиевого уголка? Его можно просто руками, если он где-то согнуть, немножко подогнуть,
чтобы вот эти края потом при шпаклевке у вас не торчали. Когда вы будете шпаклевать, если у вас вот этот металл будет проявляться, значит в этом месте у вас уголок немножко кривой. Вы когда будете протягивать, у вас уголок должен полностью закрываться шпаклевкой. Для этого вот здесь вот эта вот выемка небольшая есть, она должна заполняться шпаклевкой. Наносить шпаклевку можно сразу на уголок, вот таким вот образом, а можно наносить ее сразу на откос. Здесь уже кому как больше нравится. Таким вот способом. Берем шпаклевку и наносим ее вот так вот на откос. Поближе покажу. Вот, то есть мы наносим шпаклевки в изобилии, скажем так. Лишнее мы всегда уберем. Ну, а дальше все просто. В моем случае просто, потому что у меня здесь все ровно. Просто прижимаю плотненько уголок. Не боюсь, что где-то у меня будет что-то криво, потому что у меня угол уже и так изначально ровно штукатурен. Для контроля я, конечно, проверю все это правилом, но сейчас буду убирать лишнюю шпаклевку. Вот так у вас должно получиться после первого накрылочного слоя. То, что шпаклевка просела, это ничего страшного, у вас впереди еще как минимум 2 слоя. Вот что такое просадка. Вот если видите, да, шпаклевка просела в дырочки. Ну ничего страшного, вторым и третьим слоем все это закроется. Ну а вот наш развернутый угол. Обычным уголком, который 90 градусов, то ли пластиковый, то ли оцинкованный, соответственно, мы не сможем сделать такой угол. Вот для этого нам и нужна лента металлизированная. Режется она тоже достаточно просто. Точно так же ножницами по металлу мы ее отрезаем. Меряем, сколько нам нужно. Для приклеивания ленты есть специальный приборчик, вот такой инструмент, называется банджо. Сюда заряжается рулон ленты, и это все клеится. Вот если видно, вот эти все швы вот этим банджо были наклеены. Но здесь у нас маленькие кусочки, совсем маленькие, поэтому я не буду заряжать банджо, потому что мыть потом, да и тем более маленькие кусочки банджо как бы не очень делаются хорошо. Поэтому мы точно таким же способом все это делаем. Сначала наносим шпаклевку. Лучше накладывать миллиметр, 2, 1,5. Лишнее все потом выдавится. Потому что если шпаклевки будет мало, лента может не приклеиться. И потом, когда вы начнете вторым слоем шпаклевать, а хуже всего, когда вы начнете красить, она у вас может вздуться. И это потом очень много проблем вам создаст. Кому интересно, что такое банджо, как с ним работать, в конце видео я оставлю ссылочку. У меня есть ролик про этот инструмент. И вот мы сможем сформировать любой угол, который нам нужен. Кстати, не только наружный, можно еще и внутренний. Не очень красиво, как бы, первый слой. Ну, вы не переживайте по этому поводу, потому что вторым и третьим слоем все это закроется, отшпаклюется, отшлифуется. Наша задача была просто приклеить ленту. Вот такие маленькие лайфхаки. Бывает, что лента где-то топорщится. В
вот это сам металл вот этот вот почему-то, когда его отрезаешь, начинает он немножко выгибаться. Саморезом прикрутил, и к завтраму оно уже присохнет. Вот у меня в двух местах, вверху и вот здесь внизу точно так же. Так что имейте в виду, если где-то лента начнет топорщиться, ее можно просто саморезиком прикрутить и дать высохнуть. Наружнее все высокие углы, все однотипно делается, так же как откосы оконные, дверные, также делается и любые там короба, балки, любые наружные углы. Вот эта металлическая часть уголка, ну скажем так, самый угол, должен быть металл. Мы потом по нему будем все это шлифовать. В первый слой мы заполняем толщину уголка. Здесь не нужно ничего особо выводить, стараться, потому что второй, третий слой уже все будет на финиш. Хотя стараться, конечно, нужно более-менее делать ровно. Но задача наша все-таки остается это заполнить толщину. Видео по второму и третьему слою я уже, наверное, снимать не буду, потому что видео и так уже очень длинное получилось. Но я вам просто вкратце объясню, как я шпаклюю второй и третий слой. Второй слой я буду наносить от рамы на себя вот таким вот способом. А вот эту часть я, соответственно, опять-таки вот так протяну. То есть мы работаем как правило. Нам нужно вот эту толщину уголка, ее нужно скрыть. Поэтому здесь мы всегда шпаклюем вот в таком направлении. Вот так шпаклевать здесь не нужно. Только вверх или вниз. Откос буду шпаклевать второй слой на себя, тянуть. А финишный слой я уже 150 или 125 шпателем уже протяну вот так на сдир. Ну а дальше, соответственно, все это шлифуется, грунтуется и красится. По поводу шлифовки, как и чем шлифовать, на эту тему у меня есть видео. Я ссылку оставлю в конце этого ролика. Надеюсь, что кому-то была полезна данная информация. Всем спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся.